Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня желудочный кашель с мокротой. Как это понять? А вот такой есть надрывной кашель. Вот в последнее время ко мне чаще всего стали обращаться люди с грыжей пищевода. И частенько они описывают вот этот вот надрывистый кашель, особенно после еды, либо на голодный желудок. Это у всех по-разному, сразу вам говорю. Здесь может идти с западная медицина, восточная, она отличается, а еще отличается, что вообще-то любой человек, и у каждого человека по-своему проявляется, скажем так, то или иное заболевание. У кого-то есть кашель с мокротой при грыже пищевода, другой приходит нет, но у него сумасшедшая тяжесть в эпигастральной области. Когда он поел, начинается сумасшедшая отрыжка, вплоть до рвотного рефлекса. Потом все это вышло, все стало легче. Потому у каждого человека по-своему проявляется желудочный кашель с мокротой. Но эта мокрота выходит. Чаще всего ко мне приходили люди, это, повторюсь, грыжа пищевода. Но это может быть и гастрит хронический, дисбактериоз в тяжелой форме, и любое заболевание желудочно-кишечного тракта, имеющее воспалительные характеры. Воспалительные. Помните, что желудок любит зеленую пищу и желудок любит теплую пищу. Почему желудок должен любить теплую пищу? Потому что желудок это янь. И подпитывается теплым. Не горячим, а теплым. Потому желудок старайтесь содержать в тепле. Вот и все, элементарно просто. Чем нам может помочь точка В17 ГШУ? Эта точка будет скорой помощи. Вот у человека начинается кашель, начинается проявление грыжи, не только гастрита, тяжелые боли, отрыжка, изжога, наполненность диафрагмы, эпигастральная область воспалилась, тяжесть после еды, что данная точка расслабляется. Да, вы уберете эту энергию, но это не значит, что вы восстановили все 12 меридианов, которые контролируют наш с вами желудочно-кишечный тракт. Потому диагностика 12 меридианов нам в помощь. Почему? Потому что эти все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт. В каком состоянии эти меридианы? Вот смотрите, меридианы я возьму перикарда. Вся сосудистая система. При воспалении этого меридиана, что? Болезнь желудка, гастрит. Меридиан толстого кишечника контролирует правую боковую часть желудка и левую боковую часть желудка. В каком состоянии этот меридиан? А если он слабый, вялый, либо воспаляется, что? Правая и левая часть, стенка желудка, может что? Воспаляться. Мы не знаем. Меридиан почек, тройной обогреватель. Тут вся система задействована. Потому данная точка является точкой скорой помощи. Диагностика 12 вам меридианов в помощь. Если воспалительные все 12 меридианов, убираем это воспаление. Воспаление также можно убирать очень хорошо желудка. Это травами. У нас будет отдельная лекция по траволечению. Почему? Потому что тоже многие люди приходят, жалуются именно на рецепты трав. Не на травников, а на рецепты, которые продаются травяные, которые люди губят себя. Почему, мы об этом отдельно поговорим. Поэтому данное видео вам в помощь. Спасибо за внимание.